От пациента. 7 лет назад побывал в серьезной аварии, был остеосинтез костей таза, 2 винта. В целом полет нормальный, за это время ничего не беспокоило. В субботу, 21 сентября, нагнулся при чистке зубов, и что-то произошло. Боль в нижнем правом отделе таза, где и вкручены винты, полная невозможность двигаться, дикая боль при поворотах, сидении, ходьба только по стеночке. В воскресенье состояние получше процентов на 30, сделано КТ. К сегодняшнему концу дня, можно сказать, боль уменьшилась суммарно на 50%. Собственно, имеются снимки, плюс софтинка, которую выдали на диске при КТ. Также есть сконвертированный вариант в Диком. Сам поигрался с разными программами-просмотрщиками, Диком, плюс 3D STL, и меня смутил отрывной перелом седалищной ости. Видео плюс скриншот в папке нашел самостоятельно. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 30 лет. Дата исследования 22 сентября 2024 года. Область исследования – кости таза. При МСКТ костей таза, выполненной по стандартной программе с последующим построением многоплоскостных реконструкций на основе аксиальных срезов, установлено: свежих костно-травматических и деструктивных изменений не выявлено. В теле правой подвздошной кости и боковой массе крестца правильно расположены 2 винта длиной по 85 мм, целостность их сохранена, деструкции костной ткани вокруг них нет. По заднему контуру правой подвздошной кости определяется консолидированный с телом кости отломок размером 28 на 9 на 23 мм. Рядом, в мягких тканях, неконсолидированный отломок 11 на 9 мм. Целостность тазового кольца сохранена. Анатомические соотношения в тазобедренных суставах сохранены. Головки бедренных костей центрированы в вертлужных впадинах. Крестцово-подвздошные сочленения не деформированы, симметричны, не расширены шириной до 2 мм. Суставные поверхности с признаками субхондрального склероза. Клетчатка в области таза не инфильтрирована. Заключение: КТ признаки свежих костно-травматических и костно-деструктивных изменений не выявлено. КТ-картина посттравматических изменений костей таза, МОС. Рекомендована консультация травматолога-ортопеда. 23 сентября 2024 года, МН, доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Свежей костной травмы нет, винты стоят правильно. Старые переломы срослись, надобности в винтах больше нет, их нужно удалять. Справа в мягких тканях есть костные отломки от старых переломов, но они значения не имеют.